Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про то, как Amazon умудрилась начудить в глобальной версии Throne and Liberty, унижение и травлю которым подвергаются игроки с консолей в обновленном New World, релиз Terraceland в Steam и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на YouTube. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Хочу в очередной раз напомнить, что с сервисом Logofast ваш опыт игры на глобальной версии Throne and Liberty станет по-настоящему глобальным. Тут вам и нижайшие пинки, и поддержка русского перевода, и повышение FPS для не самых топовых сборок, ну и вообще поддержка тысяч других игр, ежели чего. Кроме того, и это очень удобно, глобальную версию TL, невзирая на ограничения по региону, можно без всяких проблем добавить на свой родненький аккаунт Steam, оплатив подписку сервиса. Оплачивать, кстати, лучше всего с промокодом GOHA30, который гарантирует вкуснейшую 30% скидку. А еще, если вы не знали, Logofast за последнее время сильно прокачался и превратился в по-настоящему незаменимого помощника геймера из наших широт. Потому что теперь здесь можно и YouTube ускорить, и Discord запустить, и все это буквально в один клик проставлением одной галочки. В общем, категорически всем рекомендую. С Logofast ваш игровой опыт, да и не только игровой опыт, а вообще игровое житье-бытье значительно улучшится. Ссылка на сервис, как всегда, в описании и закрепленном комментарии. Ну и не забывайте вводить промокод GOHA30 для вкусной скидки. Новый сервер Ultima Online New Legacy уже запущен, но попасть на него могут не только лишь все. Дело в очередях, алды валом повалили вспоминать былое, и им не важно, что эта игра выглядит неказисто по современным меркам. Силу ностальгии не победить. Прошло много времени с тех пор, как Ultima Online New Legacy была анонсирована еще в 2020 году. Игра предлагает всем желающим вспомнить то чувство, которое появлялось 27 лет назад. Идея заключается в том, чтобы вернуть ощущение классической Ultima Online, но студия предупреждает, что это не воссоздание один к одному классического сервера Ultima Online. Через пару недель MMORPG The Elder Scrolls Online получит бесплатное обновление 44, которое обещает фанатам приятное нововведение и улучшение. Ранее команда разработчиков уже делала превью основных изменений, теперь она решила напомнить о них, выпустив обновленное описание грядущего апдейта. Компания ZeniMax Online на этот раз не стала делать это в виде статьи, а просто показала изображение с перечислением всех особенностей бесплатного обновления 44. Как вы можете наблюдать, особое внимание разработчики решили уделить PvP-сегменту, добавив новые режимы, карты, усиления и наборы предметов. Однако про любителей PvE они тоже не забыли и обещают 2 новых компаньонов, новые дома, фурнитуру, достижения, титулы, гримуар и другие новинки. Напомним, выпуск обновления 44 состоится 28 октября на ПК и 13 ноября для консолей Xbox и PlayStation. В этом году World of Warcraft исполняется 20 лет, и команда Blizzard вспоминает некоторые из самых запоминающихся моментов первого десятилетия существования ММО. От бесконечного конфликта между игроками в предгорьях Хиллсбрада до случайного распространения чумы на Азероте. Новый ролик затрагивает только самые запоминающиеся моменты первого десятилетия существования World of Warcraft, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы увидим и второй ролик. Новости от Dynamite Studios включают планы на осенний курс развития MMORPG песочницы Fractured Online, а также важные изменения внутри игровой вселенной. Одно из значимых обновлений заключается в переходе проекта на free-to-play модель, что было вполне ожидаемо. Основанием для изменения бизнес-модели Fractured Online стала невысокая цена в $15, которая не обеспечивала нужного уровня дохода. Кроме того, необходимость платить за доступ к игре была барьером для привлечения новых игроков, что приобретает особенное значение в условиях жесткой конкуренции с аналогичными проектами. Точная дата перехода на новую модель будет объявлена позднее. Все, кто уже приобрел игру, получат вознаграждение в виде VIP-статуса или внутриигровой валюты Dynamite Tokens. В Южной Корее был запущен сервер BNS Neo для MMORPG Blade and Soul, где классическая версия игры была переработана в современном стиле. Ранее MMORPG уже появлялась в Поднебесной. Кроме того, некоторое время назад компания NCSoft подтвердила работу над глобальной версией игры. А вот о российской версии пока ничего не слышно. Компания Innova никак не комментирует это событие. К слову, если вы не успели пройти предварительную регистрацию ради подарков, то не отчаивайтесь. Разработчики подготовили для опоздавших промокод с наградами.
Разработчики ММО-выживалки Dune Awakening выпустили еще один ежемесячный информационный бюллетень, уже второй с августа. Он принес небольшую подборку подробностей для любопытных игроков. Так, игроков очень интересует вопрос разделения PvP и PvE активностей. Отмечается, что игроки, настроенные на PvE, могут просто остаться в стартовом регионе Хага-бассейна и наслаждаться всем, что могут предложить социальные центры. Ресурсы для крафтинга и строительства будут браться как из инвентаря, так и сразу из хранилища. Консольный релиз, судя по всему, состоится гораздо позднее. Мы сосредоточены в первую очередь на выпуске для ПК, комментируют разработчики. Ближний бой станет следующим столпом комбинированного оружия, составляющего основу боевки в песочнице. Сборка, представленная на Gamescom, была последней итерацией, основанной на отзывах бета-тестеров. Работа над улучшением анимации, тайминга, баланса и визуальной полировки будет продолжаться. Уже 5 ноября в ММО-песочнице PAX Day случится крупное обновление Proving Grounds, которое добавит в игру функцию журнала, карты и некоторые PvE события. Кроме того, в игре будет переработано снаряжение, появятся новые заклинания, предметы и изменится баланс. Отмечается, что открытие новых шардов является объединением серверов, чтобы, цитирую, обеспечить лучший игровой процесс, поскольку игроки столкнутся с большим количеством искателей приключений, с которыми можно играть. Будет 2 сервера для игроков из ЕС, 2 для игроков из Северной Америки и 1 для игроков из Юго-Восточной Азии. Если вы еще не поняли, то речь идет о слиянии серверов в несколько глобальных. Что же касается тех, у кого есть активные постройки, то они будут удалены, но игроки получат все свои материалы и предметы обратно в специальный инвентарь. К слову, онлайн у PAX Day катастрофически низкий. За последние сутки в нее не зашло и 500 человек. Если разработчики в срочном порядке не переведут игру на фри-то-плей рельсы, то скоро мы прочитаем новости о полном закрытии серверов. Это, конечно, имха, но, вы знаете, очень похоже на правду. 22 октября состоится долгожданный релиз первого сезона MMORPG Terrasland Blight Dragon Elegy. Новый тизер и обновленный список задач для завершения до начала сезона были представлены командой, которая наконец-то объявила дату релиза. Перед стартом сезона был опубликован список правил, включая те, что будут перенесены или останутся в нулевом сезоне. Теперь доступен полный список контента, который станет недоступен после завершения нулевого сезона. Полный список включает костюмы, маунты, кулоны и портреты, которые можно заработать, выполняя различные задания. Есть и дополнительные награды за разблокировку репутации, которые также включают в себя новых питомцев, эмодзи и кулоны. Кроме того, 22 октября Terrasland стартует в Steam, а уже сейчас любой желающий может сыграть в демо-версию на фестивале Играм Быть. Чтобы упростить релиз игры в Steam, используйте промокод, который вы прямо сейчас видите на своих экранах, для получения 100 ахроматических кристаллов. Как вы, наверное, знаете, с недавних пор MMORPG New World доступна не только на ПК, но и на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series XS. Однако сам этот факт вызвал негативную реакцию со стороны некоторых ветеранов игры, и в чатах началась настоящая травля консольных игроков. Хотя многие наслаждаются крупным обновлением Eternum и отмечают хорошую активность серверов с кроссплеем, атмосфера на некоторых из них портится из-за токсичного поведения. В чатах можно увидеть множество оскорблений и попыток троллинга в адрес тех, кто пришел с консолей. Дело в том, что часть ПК-сообщества считает, что изменения в обновлении Eternum были сделаны в первую очередь для удобства консольных игроков. Это касается, например, интерфейса и настроек, что вызывает критику среди любителей играть с использованием клавиатуры и мыши. Как отмечается в комментариях на Reddit и Steam, Amazon Games забыли про старую аудиторию и сосредоточились на привлечении новой с консолей, поскольку там больше возможностей для монетизации. Ну и разумеется, это только подогревает конфликт между разными группами игроков. Впрочем, напомним, для тех, кто хочет играть только с другими консольщиками, существует возможность выбора специальных серверов после отключения функции кроссплея в настройках. Ну а с моим мнением относительно перезапуска New World можно ознакомиться по подсказке. После завершения последних технических работ на серверах глобальной версии MMORPG Throne and Liberty и установки патча 1.3.0, зашедшие в игру геймеры обнаружили шокирующий факт. Дело в том, что все гильдии на серверах игры были просто стерты, то есть весь прогресс, достигнутый за 3 недели игры, был просто удален. Правда, нужно отдать должное, издатель быстро признал свою ошибку и пообещал начать расследование, которое, к слову, долго не продлилось. Буквально в течение пары часов прогресс гильдии был восстановлен. Что послужило причиной такого, без сомнения, факапа, не уточнялось, но, знаете ли, тут особо ума не нужно, чтобы догадаться. В любом случае, TL была и все еще остается на текущем этапе самой новой
новый и самый интересный MMORPG для любителей PvP из представленных на рынке. Разумеется, не все так радужно, и с главными проблемами проекта можно ознакомиться в нашем недавнем видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.